Привет, друзья мои! Сегодня мы приехали в самый центр Тель-Авива. Если вы видите, то за моей спиной вот эти вот высотки, это башни Азриэля, 3 высотных здания. И в самом центре Азриэля находится небольшой участок истории, которую можно посетить, можно насладиться этими маленькими отреставрированными домиками. Это бывшая колония тамплиеров, и туда мы сегодня отправимся. Центр Азриэля давно стал узнаваемым символом Тель-Авива, его визитной карточкой, а с недавнего времени к ним присоединилось самое высокое здание Израиля, и называется оно Башня Азриэля Сарона. Здание имеет скрученную форму и 64 этажа. Тель-Авив не зря называют городом без перерыва. Количество мест отдыха и развлечений в этом мегаполисе таково, что он с легкостью может переварить не только собственных обитателей, но и многочисленных туристов. С некоторых пор к этим многочисленным местам развлечения добавился комплекс Сарона. Это несколько десятков старинных зданий, над которыми хорошенько поработали архитекторы и реставраторы. И сегодня это место одно из самых популярных в городе, самый настоящий оазис в центре деловой жизни и вблизи основных транспортных артерий страны. А столетия назад здесь была немецкая колония темплеров, которые, собственно, и построили весь этот поселок. Сельскохозяйственный поселок Сарона был основан немецкими колонистами. Поселок был заложен в октябре 1871 года, а первые его жители заселились в новые дома полгода спустя. Первые обитатели Сароны придавали большое значение озеленению и подошли к этому вопросу со всей серьезностью. По периметру жилого поселка высадили кипарисы, средиземноморскую сосну, а вдоль пешеходных дорожек – пальмы. Как вы думаете, вот это стеклянное сооружение за моей спиной, что это такое? Это лифт на 2-й этаж. В ходе реставрации удалось сохранить около 200 деревьев из числа тех, которые были посажены колонистами. Причем некоторые деревья были выкопаны и пересажены вместе с корневой системой. Вы думаете, в Израиле забудут про детей? Ни в коем случае. Все для них, все для наших родимых. Кто-то, возможно, задастся вопросом, а для чего же нужно было сохранять все эти здания, каждая из которых не представляет собой особой художественной ценности. Это были жилища и общественные постройки колонистов, хорошие, добротные дома, но не более того. Каждый дом уникален, нет двух одинаковых домов. Все вместе они при этом создают единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Если вы живете в большом мегаполисе, целую неделю работаете, ходите на работу, транспорт, шум, придите в Сарону. 5 минут от башен Азриэля, и вы попадаете в кусочек истории. Небольшие здания, домики, улочки. Кстати, у этих улочек есть название. Каждая улица имеет свое название. Это небольшой городок. В Израиле высаживали эвкалипты. И поселение тамплиеров не исключение. Эвкалипты высаживались на болотистых местах, чтобы эвкалипт вытягивали воду, осушали болото. Посмотрите, какой эвкалипт. Этому дереву, наверное, более 100 лет. Его пересадили, а может быть, оно растет на своем месте.
Попробуем его обхватить. Вот этот столетний эвкалипты. Деревья. Вы можете представить, какой обхват? Хотите знать, как выглядел боулинг в 1935 году? В 1935. Пожалуйста, приезжайте в Сарону, и вы увидите. Посмотри, вот это похоже на сирень. Но это не сирень. Кто соскучился по Италии? Джелато. В аккуратных двухэтажных домиках разместились бутики израильских и зарубежных брендов, рестораны, погребки, картинные галереи, магазины деликатесов. Сейчас мы зайдем в Сарона Маркет. Это крытый рынок. Посмотрим, какие магазинчики и что там продается. Сарона Маркет – это крытый рынок, способный удовлетворить желания самых требовательных гурманов. Здесь и сыры, и вина, и дары моря, и многочисленные экспресс-рестораны, где можно перекусить на бегу, и лавочки с пряностями. Одним словом, причудливое смешение Запада с Востоком, на перекрестке которых как раз и находится Сарона. Сарона Маркет в Тель-Авиве часто называют гастрономическим раем. Такое на этом рынке разнообразие еды, привезенной не только со всех уголков самого Израиля, но и со всего мира. Ну что ж, друзья мои, наше путешествие подошло к концу. Сарона – это небольшой кусочек истории в самом центре Тель-Авива. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, и вместе мы посетим еще очень много интересных мест. Всем счастливо, всем пока! Bye!